Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая, возможно, затронет струны вашей души. Это рассказ о Кристине, женщине, чья жизнь казалась идеальной, пока один день не перевернул все с ног на голову. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. Устройтесь поудобнее, приготовьтесь к путешествию в мир, где личные границы становятся последним рубежом обороны. Приятного прослушивания. Кристина с силой толкнула дверь плечом, чувствуя, как дерево поддается с тихим скрипящим вздохом. В одной руке она сжимала пакет с продуктами, врезавшийся в пальцы тугими ручками. В другой — тяжелую сумку с рабочей формой, от которой пахло антисептиком и больницей. Смена выдалась изматывающей. 12 часов на ногах, 3 сложных пациента, один из которых с отеком легких балансировал на тонкой грани, и Кристина почти физически ощущала, как он чуть не сорвался в бездну реанимации. Теперь ее собственная голова гудела монотонным гулом усталости, а ноги ныли глухой, ноющей болью. Единственным ясным желанием было добраться до дивана, сбросить эти проклятые туфли, натиравшие пятки, и закрыть глаза хотя бы на час, утонув в тишине и забытье. Но едва она переступила порог, ее охватило смутное, тревожное ощущение, что что-то не так. Она застыла в прихожей, не в силах сразу осознать источник дисгармонии. Воздух в квартире был неподвижен, но в его привычной структуре возник чужеродный сбой. Потом взгляд выхватил первую деталь. Массивное кресло, ее любимое, в котором она читала по вечерам, стояла теперь у противоположной стены, неестественно одинокая и смещенная. Журнальный столик, обычно находившийся в центре комнаты, был придвинут к окну, и его столешница, пустая и голая, тускло отсвечивала в сумерках. Торшер с абажуром из песочного шелка, который она всегда держала в углу, создавая островок интимного света, теперь красовался возле книжного шкафа, отбрасывая длинную, уродливую тень. Даже ковер, мягкий и ворсистый, был развернут на 90 градусов, и его орнамент, привычный и успокаивающий, теперь выглядел чужим и неуместным. Кто-то хозяйничал здесь, в ее священном личном пространстве, в ее отсутствие. На столе рядом с одиноко стоящей вазой лежала записка. Кристина подошла и взяла ее. Бумага была исписана крупным, размашистым почерком, уверенным и властным. Сделала небольшую перестановку. Так уютнее. Не благодари, Марфа Степановна. Кристина медленно сжала записку в кулаке, чувствуя, как бумага хрустит и мнется в ее ладони. Челюсти свело от напряжения, от кома невысказанных, горьких слов, подступивших к горлу. Она купила эту квартиру 5 лет назад, копила на нее, не щадя себя, с 18 лет, отказывая себе во всем: в новых платьях, в поездках, в простых радостях. Она работала в 2 смены в муниципальной поликлинике, подрабатывала в частных медицинских центрах по выходным, экономила каждый рубль. И каждый рубль шел в копилку, превращаясь в метры, в стены, в будущее убежище. Тот день, когда холодные металлические ключи наконец оказались в ее руке, стал для нее днем настоящего, заслуженного триумфа. А 3 года назад она вышла замуж за Максима. Он переехал к ней. Спокойный, неконфликтный мужчина, работающий менеджером среднего звена в торговой компании. Зарплата у него была средненькая, скромная, но Кристину это нисколько не волновало. Она сама зарабатывала достаточно, особенно с учетом ночных дежурств и бесконечных переработок. Ей не нужен был добытчик, кормилец. Ей нужен был просто нормальный, надежный человек рядом, с которым можно разделить быт, тепло домашнего очага и, может быть, когда-нибудь завести детей. Максим казался именно таким человеком. Во всяком случае, первые полгода их совместной жизни были наполнены тихим счастьем и взаимным пониманием. Потом в их размеренную жизнь плавно и неумолимо, как корабль-призрак из тумана, вплыла Марфа Степановна. Свекровь приходила редко, поначалу лишь раз в месяц, скромно заглядывая на чай, принося с собой баночку домашнего варенья или пачку сухого печенья. Она вела себя вежливо, почти подобострастно, но Кристина всегда чувствовала на себе ее тяжелый, оценивающий взгляд. Марфа Степановна осматривала квартиру так, словно мысленно прикидывала, где что можно переставить, что безжалостно выбросить,
а что необходимо добавить, чтобы все соответствовало ее собственным представлениям о порядке. Со временем ее визиты стали учащаться. Раз в 2 недели, потом раз в неделю. А вскоре она начала появляться в квартире, когда Кристины не было дома. И вот теперь это тотальная, наглая перестановка мебели. Кристина с силой швырнула смятый комок записки в мусорное ведро. Резким движением стянула с себя куртку и, не разбирая дороги, пошла в спальню. Максим еще спал, беззаботно раскинувшись на большой кровати в трусах и майке. Он заканчивал работу в 6 вечера, а потом обычно просиживал за компьютером до глубокой полуночи, погруженный в виртуальные миры каких-то сложных стратегий. Она легла рядом, не раздеваясь, натянув поверх лица край одеяла, и закрыла глаза. Но уснуть не получалось. В голове, будто назойливые мухи, крутились навязчивые мысли. Как его мать, властная и бесцеремонная, зашла сюда с ключами, которых у нее быть не должно, и принялась двигать, переставлять, менять чужую мебель в чужом доме, нарушая установленный ею самой порядок и уют. Через несколько часов Максим проснулся, сладко потянулся и, еще не до конца осознавая действительность, сонно поцеловал жену в плечо. «Как смена?» — пробормотал он, его голос был хриплым от сна. «Нормально», — сухо ответила Кристина, не двигаясь. Она села на кровати, повернувшись к нему, и уставилась на него прямым тяжелым взглядом. В комнате царила напряженная тишина. «Максим, откуда у твоей матери ключи от нашей квартиры?» Он моргнул. Его сознание медленно просыпалось, не сразу схватывая суть вопроса. «Какие ключи?» — переспросил он, потирая глаза. «Она приходила сюда, пока меня не было. Переставила всю мебель в гостиной. Всю, Максим. Каждый стул, каждый ковер. Максим смущенно почесал затылок. На его лице расплылась виноватая неловкая улыбка. «Ну, я дал ей дубликат. На всякий случай». «На какой, интересный случай?» Голос Кристины оставался ровным и холодным, как сталь. «Ну, мало ли. Вдруг что-то случится, а нас не будет дома. Или если ты свои ключи потеряешь. Она же переживает за нас. Хочет помогать». «Помогать». Кристина произнесла это слово медленно, с горькой иронией. «Это принести продукты, если попросили. Или помыть посуду. Помогать — это не входить в чужой дом без спроса и не переставлять мебель по своему усмотрению, не спрашивая разрешения хозяев». «Хозяев», — вдруг повторил Максим, и в его голосе, обычно таком мягком, прозвучали неожиданные, обиженные колкие нотки. «Я тоже тут живу, между прочим». Он поджал губы и встал с кровати, натягивая джинсы. «Вечно ты напоминаешь об этом». «Я напоминаю только тогда, когда твоя мать переступает все границы», — отчеканила Кристина, чувствуя, как каждая мышца ее тела напряжена, как струна. «Она просто хотела сделать приятное». Голос Максима срывался на фальцет, выдавая беспомощное раздражение. «Приятное?» — холодно парировала Кристина. «Это спросить, нужна ли помощь, а не ломиться в чужой дом в моё отсутствие и не устраивать здесь перестановку по своему вкусу, как будто это ее владение». Максим нервно прошелся по комнате. Его босые пятки глухо стучали по паркету. «Ладно, хорошо. Я скажу ей, чтобы больше так не делала. И забери у нее ключи», — потребовала Кристина, не оставляя пространства для маневра. «Кристина, ну зачем? Она же мать, не чужой человек». Его лицо исказило гримаса искреннего непонимания. «Ключи, Максим», — повторила она, и в ее голосе зазвучала сталь, отполированная годами самостоятельных решений и тяжелого труда. Он вздохнул, сломленный, и кивнул. «Хорошо, заберу». Но ключи он, разумеется, не забрал. Прошло 2 недели. Кристина специально не поднимала эту тему, наблюдая со стороны, словно биолог, изучающий проникновение чужеродного организма в сложившуюся экосистему. Марфа Степановна появлялась теперь 2 раза в неделю, каждый раз в отсутствие невестки, точно зная график ее смен. Максим рассказывал об этом небрежно, рассеянно, словно о чем то само собой разумеющемся. Мама заходила, принесла пельмени. Мама была, помыла окна. Мама оставила кастрюлю борща. Кристина ничего не говорила, не спорила. Она просто молча фиксировала факты, как протокол. Марфа Степановна методично, с завидным упорством, обживала территорию, отвоевывая пространство сантиметр за сантиметром. В ванной появился чужой дешевый шампунь с запахом синтетической сирени.
На кухне висели новые, ярко-красные прихватки, которых Кристина никогда бы не купила. В коридоре у порога стояли тапочки 42-го размера, явно не Максима. Пушистые и безвкусные, как воплощение самого вторжения. А потом случилось то, что окончательно насторожило Кристину, превратив тихую тревогу в ледяное рациональное опасение. Она пришла с ночной смены в среду утром, усталая до дрожи в руках. В больнице умер пациент, мужчина 47 лет. Обширный инфаркт. Они пытались откачать его, боролись, но не успели. Кристина всегда тяжело переживала такие случаи, хотя и старалась не показывать вида, пряча эмоции за профессиональной маской. В ординаторской она переоделась, выпила горький кофе из автомата и села в уголке, просто чтобы прийти в себя, собрать в кучу расползающиеся нервы перед дорогой домой. Рядом устроилась Тамара Викторовна, медсестра, проработавшая в больнице 35 лет. Опытная, прямолинейная женщина, которая, казалось, видела людей насквозь. «Ты как?» — спросила она, наливая себе чай из старого термоса. «Нормально. Тяжелая ночь выдалась», — коротко ответила Кристина. «Бывает», — кивнула Тамара Викторовна и, помолчав, сказала как бы между прочим. «А я слышала, у тебя свекровь активная». Кристина насторожилась, почувствовав легкий укол под сердцем. «Откуда?» — спросила она. «Да тут одна наша санитарка живет в вашем районе. Говорит, видела твою свекровь в подъезде. Ключи от квартиры у нее были. Та хвалилась соседке, что сын с невесткой двушку хорошую имеют». «И?» Кристина почувствовала, как по спине пробежал холодок. Тамара посмотрела на нее серьезно, прямо, без улыбки. А то, что еще говорила, будто дочка ее, Галина, вроде жилье ищет. Съемное дорого, хозяин цену поднял. 2 детей у нее, мужу зарплату задерживают. Марфа всем жаловалась, что помочь хочет, да квартира у нее однушка. Кристина похолодела внутри, словно в нее влили ледяной физиологический раствор. «Тамара Викторовна, к чему вы это?» Голос ее звучал ровно, но внутри все сжалось. Та пожала плечами, делая вид, что просто делится слухами. «К тому, что документы на квартиру храни подальше от чужих глаз. Всякое бывает. Люди становятся изобретательными, когда жилье решить нужно». Кристина поблагодарила ее сдержанно и уехала домой. Но слова опытной коллеги засели занозой в сознании, глубокое и ноющее. Она помнила Галину, смутно видела ее пару раз на семейных застольях. Женщина лет 30, крашеная блондинка с вечно недовольным, уставшим лицом, работала где-то продавцом, муж ее был грузчиком или кем-то вроде того. 2 детей-дошкольников — вечные проблемы. Придя домой, Кристина сразу проверила документы. Они лежали в надежном сейфе, который она держала на работе, в своем личном шкафчике. Свидетельство о собственности, договор купли-продажи, технический паспорт — все было на своих местах. Пахнуло официальной бумагой и ее личной, нерушимой безопасностью. Максим никогда не интересовался, где она хранит эти бумаги, и ключа от сейфа у него, разумеется, не было. Успокоившись немного, Кристина вернулась домой и легла спать. Следующие дни прошли на удивление спокойно. Марфа Степановна не появлялась, не звонила. Максим вел себя как обычно. Ходил на работу, возвращался домой, ужинал, играл в свои компьютерные стратегии. Кристина почти поверила, что все обошлось, что тревога была ложной, а слова Тамары Викторовны просто сплетня. Но однажды вечером, когда она стояла у раковины и мыла посуду после ужина, в коридоре раздался настойчивый звонок мобильного телефона Максима. Он ушел в туалет, оставив свой смартфон на диване. Кристина не собиралась подслушивать, но голос Марфы Степановны, льющийся из динамика, был настолько громким и пронзительным, что не услышать его было просто невозможно. «Не переживай, все устроится. Двушка освободится, я тебе говорю». Кристина замерла с тарелкой в руках, покрытой мыльной пеной. Медленно, словно в замедленной съемке, она вытерла руки кухонным полотенцем, прошла в гостиную и подняла теплый от недавнего держания смартфон. «Марфа Степановна, добрый вечер», — произнесла она ровным, холодным голосом. В трубке повисла тяжелая, удивленная пауза. «А, Кристина, здравствуй. Я с Максимом разговариваю». «Слышала. Какая именно двушка должна освободиться?» Продолжала она, не меняя интонации. «О чем ты?» — попыталась отпереться свекровь,
но в ее голосе прозвучала фальшь. «Вы только что сказали дочери, что двушка освободится. Моя двушка». Марфа Степановна фыркнула, пытаясь придать своему голосу пренебрежительную легкость. «Да я про свою квартиру говорила. Хочу сделать ремонт, вот и обсуждаем с Галкой. Может, она мне поможет. У вас же однушка. Ну и что? Я же могу назвать ее как хочу». Кристина не стала спорить и тратить слова. Она просто молча положила телефон на место. Максим вышел из туалета, забрал смартфон, увидел сброшенный вызов и виновато глянул на жену. Мама звонила. «Звонила», — подтвердила Кристина. «Что хотела?» — спросил он, избегая ее взгляда. «Спроси у нее сам». Он не стал, а Кристина окончательно, с ледяной ясностью поняла — что-то готовится. Марфа Степановна плетет какую-то хитрую, изощренную сеть, и Максим либо в курсе, либо, что было гораздо хуже, являлся ее активным участником. На следующий день Кристина встала рано, оделась в свою обычную строгую одежду и уехала по срочному, как она сказала, делу. Вернулась она через час, в сопровождении мастерового, несшего тяжелый ящик с инструментами. Мастер-слесарь, молчаливый и сосредоточенный, быстро и профессионально, без лишних слов, снял старые привычные замки на входной двери и установил новые, современные, сверкавшие матовым блеском стали с высокой защитой от взлома и вскрытия. Он вручил ей 3 комплекта ключей. Холодных, острых, пахнущих свежей металлической стружкой. 1 комплект Кристина положила в свою сумку. 2 запасной она намерена была спрятать в свой сейф на работе. 3 предназначался Максиму. Когда муж пришел с работы вечером, он не сразу понял, что произошло. Попытался открыть дверь старым привычным ключом. Безуспешно. Металл упрямо не поддавался. Позвонил в звонок. Кристина открыла. Ее лицо было невозмутимым и молча протянула ему новый блестящий ключ. «Замки поменяла», — коротко сообщила она. Лицо Максима вытянулось, в глазах мелькнуло недоумение, быстро сменившееся раздражением. «Зачем?» — выдавил он. «Затем, что у твоей матери был дубликат, который ты обещал забрать 2 недели назад». «Я забыл», — попытался он оправдаться. «Теперь это не важно», — отрезала Кристина. «А как же мама? Если что-то случится...» «Если что-то случится, она позвонит нам, как все нормальные люди», — парировала она, не оставляя ему пространства для маневра. Максим покраснел. С силой сжал новый ключ в кулаке, грубо прошел в комнату и швырнул свою портфельную сумку на кровать. «Ты могла хотя бы предупредить меня!» — крикнул он. «Предупредить, чтобы ты успел сделать 3-й дубликат?» — спросила она спокойно, и ее хладнокровие, казалось, выводило его из себя еще сильнее. Он резко обернулся. Его глаза блестели от обиды и злости. «Я не понимаю, что происходит. Она же моя мать. Она не чужая!» «Это моя квартира», — тихо, но очень четко произнесла Кристина. «И в ней я решаю, у кого есть ключи от моей двери». «Ага, твоя квартира», — с горькой усмешкой бросил он. «Я просто так, временно тут обитаю». «Да», — ответила Кристина, и в ее голосе прозвучала смертельная усталость. Она провела рукой по лицу, чувствуя, как накатывает мигрень. «Максим, не надо. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». «Знаю. Знаю, что ты купил ее до свадьбы, что я тут никто». «Я такого не говорила», — возразила она, но он уже не слышал. Они поссорились. Впервые за 3 года совместной жизни, всерьез, громко и беспощадно. Максим кричал, что она чёрствая, расчётливая, что семья и родственные узы для неё ничего не значат, что она помешана на контроле и собственности. Кристина молчала, вжавшись в спинку кресла, потому что знала, сейчас говорить бесполезно. Он ослеплен своей обидой и материнской правдой, он видит только их, а ее доводы разбиваются о глухую стену непонимания. К ночи они помирились. Формально. Максим, остыв, пробормотал что-то похожее на извинение. Кристина кивнула, давая понять, что инцидент исчерпан. Он обнял ее, и она не оттолкнула его, позволила прикоснуться. На что-то хрупкое и важное между ними надломилось в тот вечер окончательно, и тишина в квартире стала иной, тяжелой, настороженной, полной невысказанных претензий
и тайных планов. А через 3 дня в их почтовом ящике среди рекламных листовок, счетов за коммунальные услуги и районной газеты Кристина обнаружила конверт с официальным логотипом нотариальной конторы. Она вскрыла его прямо в подъезде, под тусклым светом лампочки. Внутри на глянцевой белой бумаге содержался официальный запрос на подтверждение данных для оформления доверенности на совершение сделки по безвозмездной передаче в дар 1/2 доли квартиры по адресу, который она знала как свой собственный, гражданке Беловой Галине Игоревне. Кристина перечитала текст дважды, стараясь уловить скрытый смысл. Второе дно. Но его не было. Только сухие, безжалостные юридические формулировки. Затем она медленно, с нарочитой точностью, достала свой телефон и набрала номер нотариальной конторы, указанный в шапке письма. В трубке послышались гудки, а затем приятный женский голос ответил. «Нотариальная контора Беляевой. Здравствуйте». «Слушаю, здравствуйте», — прозвучал в трубке молодой голос. «Здравствуйте, меня зовут Кристина Андреевна Крылова. Мне пришел запрос на подтверждение данных для оформления доверенности по дарению доли в моей квартире. Я хочу заявить, что такую доверенность я не подписывала и никаких сделок не инициировала». Девушка на том конце провода замялась, почувствовав напряженность тона. «Минуточку, сейчас уточню у нотариуса». Послышался приглушенный шум перелистываемых бумаг, отрывистый стук клавиш компьютера. «Да, действительно, у нас есть такое обращение. Гражданка Белова Марфа Степановна предоставила доверенность, заверенную, как она утверждала, в жилищно-эксплуатационной конторе на оформление дарственной от вашего имени. Повторяю, я никаких доверенностей не подписывала и ни на кого подобные полномочия не передавала. Вы понимаете?» Голос Кристины был твердым и ледяным, сквозь который едва пробивалась сдерживаемая дрожь. «Понятно. В таком случае процедура будет немедленно приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Вам необходимо подъехать к нам лично с паспортом для дачи письменных показаний». Кристина пообещала приехать на следующий день и положила трубку. Руки ее не просто дрожали. Они предательски вибрировали мелкой, неконтролируемой дрожью, выдавая колоссальное внутреннее напряжение. Итак, оно свершилось. Марфа Степановна перешла от слов и навязчивых перестановок к действию. Попыталась оформить дарственную, используя откровенно поддельные документы. Она, не моргнув глазом, подделала подпись, явилась к нотариусу с липовой доверенностью и попыталась юридически отписать половину квартиры, выстраданной и оплаченной годами тяжелейшего труда своей дочери. Это было уже не бытовое самоуправство, не свекровина прихоть. Это была предумышленная, отточенная попытка мошенничества. Кристина медленно поднялась домой, заперла дверь на все только что установленные замки и опустилась на стул на кухне, уставившись в темнеющее за окном небо. В голове, словно разъяренные осы, роились мысли, выстраиваясь и рассыпаясь в поисках верного решения. Подавать заявление в полицию? Позвонить Марфе Степановне и устроить громкий разговор? Рассказать все Максиму? Нет, Максим не поверит. Или, что более вероятно, поверит, но тут же найдет для матери очередное благовидное оправдание. Скажет, что она, бедная, просто хотела помочь дочери. Запуталась в юридических тонкостях, действовала из лучших побуждений, без злого умысла. Кристина мысленно отмела эти варианты и приняла иное, более трезвое решение. Завтра она поедет к нотариусу, официально и навсегда заблокирует эту мошенническую попытку. Даст письменные показания о подлоге. А дальше? Дальше она будет наблюдать. Марфа Степановна, почувствовав вкус возможного и так явно обозначив свои намерения, явно не остановится на одной попытке. Она будет пробовать снова, становясь изобретательнее и хитрее. И Кристина должна быть готовой ко всему. На следующий день она съездила в нотариальную контору, написала развернутое заявление. Нотариус, пожилая женщина с умным проницательным взглядом, скрытым за строгими очками, выслушала ее очень внимательно и покачала головой. В ее глазах читалось не удивление, а скорее профессиональная усталость от человеческой подлости. Увы, такое бывает не так уж редко. Близкие родственники, пользуясь доверием или простой невнимательностью владельцев, пытаются оформить чужую недвижимость на себя. Хорошо, что вы вовремя спохватились и отреагировали. «А что будет с той, что принесла поддельную доверенность?» — спросила Кристина. «Вы вправе подать заявление в полицию.
Подделка документов и попытка мошенничества — это уголовно наказуемое деяние. Кристина несколько мгновений подумала и твердо отказалась. «Пока нет. Я не буду этого делать. Просто заблокируйте, пожалуйста, все, что связано с этой квартирой. Никаких сделок, никаких доверенностей без моего личного присутствия и паспорта». «Разумное решение», — кивнул нотариус. Вернувшись домой, Кристина чувствовала себя не праведным гневом, а странной, вымораживающей душу опустошенностью. Марфа Степановна не просто переступила некую невидимую черту, она с размаху растоптала ее, продемонстрировав полное отсутствие каких-либо моральных принципов. Теперь это была война. Не объявленная вслух, не сопровождаемая криками и скандалами, но самая настоящая, холодная и беспощадная война за право распоряжаться своим углом. И Кристина, стиснув зубы, была полна решимости эту войну выиграть. Дома она застала Максима за компьютером. Он был поглощен очередной виртуальной стратегией, увлеченно щелкая мышкой и бормоча что-то под нос. И даже не обернулся, когда жена вошла в комнату. «Максим, нам нужно серьезно поговорить», — сказала Кристина, останавливаясь позади него. «Угу. Минутку, сейчас решающий бой закончу», — буркнул он, не отрываясь от монитора. Не говоря больше ни слова, Кристина резким, точным движением выдернула толстый шнур блока питания из розетки. Экран мгновенно погас, погрузив комнату в гнетущую тишину. «Ты что, совсем охренела?» — взревел он, вскакивая с кресла. «Нам нужно поговорить. Сейчас». Ее голос был тихим, но в нем звучала такая неумолимая сталь, что он, бормоча ругательства, недовольно плюхнулся на спинку кресла. «Ну о чем на этот раз? Опять замки. Твоя мать пыталась сегодня оформить дарственную на половину моей квартиры на имя твоей сестры. По поддельной доверенности, где стояла моя фальшивая подпись». Максим несколько раз моргнул, его мозг явно с трудом обрабатывал эту информацию. «Что? Что за чушь? Это какая-то ошибка». «Никакой ошибки. Я только что вернулась от нотариуса. Все подтвердили. Доверенность — подделка». Он с недоверием покачал головой, отказываясь верить. «Не может быть. Мама не стала бы такого делать. Она не преступница. Станла и сделала. Возможно, она просто запуталась. Попытался он найти хоть какое-то оправдание. Кристина рассмеялась. Это был короткий, сухой злоних, без единой нотки радости. «Запуталась?» — с горькой иронией повторила она. «Подделала мою подпись, явилась к нотариусу с липовыми бумагами, попыталась украсть и переписать мою квартиру на свою дочь. И это ты называешь запуталась?» Максим встал и забегал по комнате, как загнанный зверь. «Хорошо, я поговорю с ней. Я все выясню», — заявил он, полной решимости исправить все одним разговором. «Не надо». Тихо, но очень четко остановила его Кристина. Он замер, уставившись на нее в полном недоумении. «Как это не надо?» «Не надо. Я сама все выяснила. А теперь я хочу посмотреть, что она предпримет дальше», — ответила Кристина, и в ее глазах вспыхнул холодный, аналитический блеск охотника, приготовившегося к засаде. «Кристина, ты это серьезно? Его голос дрогнул, в нем смешались недоверие и затаённая обида. Она медленно подняла на него взгляд, темный, непроницаемый, как глубокое озеро в безлунную ночь. «Абсолютно серьезно, произнесла она, отчеканивая каждое слово. «Твоя мать наглядно продемонстрировала, на что она способна. И теперь я буду готова к любым, абсолютно любым, ее последующим действиям. Ты превращаешь нашу жизнь в какую-то тотальную слежку, в шпионский роман», — выкрикнул он, и его пальцы непроизвольно сжались в тугие белые кулаки. «Я защищаю то, что заработано годами моего труда», — холодно парировала она. «Я защищаю свое имущество от прямого посягательства». Максим с силой выдохнул, и его плечи сгорбились под невидимой тяжестью. «Понятно. Выходит, какая-то квартира, какое-то имущество для тебя гораздо важнее, чем семья, чем родственные узы». «Моя семья — это я и ты», — без тени сомнения ответила Кристина. «Не твоя мать, не твоя сестра с ее детьми. Мы. Только мы двое. Но они тоже моя семья», — отчаянно воскликнул он, словно отстаивая свою последнюю крепость. «Тогда выбирай», — прозвучало в наступившей тишине.
И эти слова повисли в воздухе тяжелым ядовитым облаком. «Выбирай прямо сейчас». Максим смотрел на жену широко раскрытыми глазами, в которых читалось неподдельное потрясение и нежелание верить в реальность происходящего. «Ты сейчас сознательно ставишь меня перед таким выбором?» — прошептал он. «Нет. Ты сам себя поставил перед ним». Голос Кристины оставался удивительно ровным, почти бесстрастным, будто она констатировала медицинский факт. «Ты сделал этот выбор, когда впервые тайком от меня вручил матери ключи. Ты его укреплял, когда позволял ей командовать в моем доме, переставлять вещи и чувствовать себя здесь полновластной хозяйкой. И ты его окончательно утвердил, когда предпочел закрыть глаза на ее последнюю, откровенно преступную выходку с подделкой документов. Так что выбор, дорогой Максим, был твой. С самого начала». Он молчал. Долго и тягостно. Потом резко, почти по-юношески порывисто развернулся и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты. Громкий, оглушительный хлопок двери в спальню отозвался в тишине квартиры, словно выстрел, возвещающий о начале войны. Кристина осталась стоять одна посреди кухни. Потом медленно опустилась на стул, положила ладони на прохладную столешницу. Внутри у нее было пусто, холодно и невыразимо тихо. Будто после сильнейшей бури, которая вымела прочь все чувства, оставив после себя лишь вымороженный, безжизненный ландшафт. Она с предельной ясностью понимала — дальше будет только хуже. Марфа Степановна, эта упрямая, властная женщина, не отступит ни на шаг. Галина, ее дочь, отчаянно нуждающаяся в жилье, будет поддерживать мать во всем. Они будут давить, манипулировать, придумывать все новые и новые, более изощренные схемы. А Максим? Максим не сможет им противостоять. Он слишком слаб характером. Слишком глубоко и прочно зависит от материнской воли, от того одобрения, которое она ему дарует. И рано или поздно это затяжное, тлеющее противостояние закончится громким, разрушительным взрывом. Кристина не знала точно, когда грянет этот гром, но всеми фибрами души чувствовала — совсем скоро. Следующие недели пролетели в гнетущей, напряженной атмосфере молчаливого противостояния. Максим почти не разговаривал с женой. Он приходил с работы, ужинал отдельно, унося тарелку в свою комнату, и проводил вечера за закрытой дверью. Марфа Степановна больше не появлялась на пороге. Видимо, Максим все таки донес до нее некие новые правила игры. Но Кристина, как опытный стратег, прекрасно понимала — это лишь затишье перед бурей. Враг временно отступил, чтобы перегруппировать силы и нанести следующий, еще более сокрушительный удар. И она, собрав всю свою волю, была готова встретить его во всеоружии. Она только еще не знала, насколько жестоким и беспощадным окажется этот удар. Прошло 2 недели после истории с поддельной доверенностью. Кристина жила в своем обычном, выверенном до минуты режиме. 3 ночные смены, 2 дневные, короткие выходные дома. Максим вел себя тихо, почти призрачно, стараясь быть как можно более незаметным. Он приходил, уходил, ел, спал. Их редкие разговоры свелись к обсуждению счетов за коммунальные услуги, списков продуктов и прочих бытовых мелочей. И вдруг он неожиданно изменился. Кристина вернулась с дежурства в субботу вечером и прямо на кухонном столе обнаружила пышный букет хризантем. Крупные, шаробараданные, ярко-желтые. Они казались инородным, слишком жизнерадостным пятном в этом выхолощенном пространстве. Рядом лежала открытка с короткой размашистой фразой: «Прости за все. Люблю, Максим». Она долго стояла, вглядываясь в эти совершенные, бездушные цветы. Что-то внутри нее напряглось и насторожилось, словно перед приближающейся грозой. Максим никогда не дарил цветов просто так, без повода. Только на 8 марта и ее день рождения. И то после долгих напоминаний. И уж тем более никогда не извинялся столь пафосным, показным образом. Муж появился в дверном проеме с неуверенной, виноватой улыбкой. «Нравится?» — спросил он с надеждой, глядя на нее. «Красиво, спасибо», — отстраненно ответила Кристина. «Я подумал, может, нам стоит куда-нибудь сходить, в кино или в ресторан?» — предложил он, нервно потирая ладони. Кристина молча смотрела на него, пытаясь разгадать этот внезапный маневр. «Мы давно никуда не выбирались вдвоем, продолжал он под ее тяжелым взглядом.
Ты много работаешь, устаешь. Надо же иногда и отдыхать. Хорошо. Наконец согласилась она, решив посмотреть, к чему ведет эта игра. Они пошли в итальянский ресторан в центре города. Максим заказал дорогое вино, пасту с трюфелями, изысканный десерт. Он говорил о работе, о новом проекте, который ему поручили, шутил, старался быть обаятельным и внимательным. Кристина кивала, пробовала блюдо, отвечала коротко и сдержанно. Она ждала. Ждала того самого, главного удара, ради которого и затевалась вся эта театральная постановка. Удар пришел на третий день. Максим сидел на диване с кружкой чая, а Кристина разбирала свежее, пахнущее свежестью белье после стирки. Он откашлялся, явно собираясь с духом и мыслями. «Кристин, я тут кое о чем подумал», — начал он. Она продолжала аккуратно складывать махровое полотенце, не оборачиваясь. «У нас ведь двушка довольно просторная, а живем мы всего лишь вдвоем. И, я подумал, может, нам стоит сдавать одну комнату? Какому-нибудь студенту или молодому специалисту. Дополнительный доход никогда не помешает». Кристина медленно положила свернутое полотенце в шкаф, плавно закрыла дверцу и, наконец, обернулась к нему. «Нет», — произнесла она четко и однозначно. Максим растерянно моргнул. «Почему сразу нет? Давай хотя бы обсудим, взвесим все «за» и «против». «Обсуждать здесь нечего», — холодно прервала его Кристина. «Я не хочу и не буду жить с посторонними, незнакомыми людьми в одной квартире. Это мой дом, а не доходный дом». «Но подумай, сколько денег мы могли бы получать», — не сдавался он. «Это же серьезная прибавка к бюджету. Мне не нужны эти деньги». Ее голос зазвучал жестче. «Мне нужен мой собственный дом, моя крепость, где я могу спокойно отдыхать и восстанавливаться после 12-часовых смен, а не ходить по ночам на цыпочках, боясь разбудить какого-нибудь студента». Максим с силой поставил кружку на стол, поднялся во весь рост, и его лицо исказило гримаса раздражения. «Кристина, нельзя быть такой категоричной. Ты вообще смотришь на вещи реально? Люди по всему миру сдают комнаты, и ничего страшного в этом нет. Это абсолютно нормальная практика. Пусть другие сдают свои квадратные метры кому угодно. Я не буду. И точка». Она произнесла это с ледяным спокойствием, не отводя взгляда от его покрасневшего лица. «А если я настаиваю?» Его голос дрогнул. В нем слышались и вызов, и отчаянная попытка сохранить хоть каплю достоинства. Кристина медленно, с подчеркнутой четкостью, сделала шаг вперед. «Ты можешь настаивать сколько угодно, до хрипоты, до посинения. Но квартира моя. И окончательное решение принимаю только я». Лицо Максима потемнело, будто его окатили мутной водой. «Снова это. Снова моя квартира. Значит, я тут никто, так? Постоялец, временный!» — выкрикнул он, и в его глазах вспыхнула унизительная, жгучая обида. «Именно так», — безжалостно подтвердила Кристина, чувствуя, как с каждым словом между ними вырастает стена, высокая и прочная. «Ты здесь не собственник. Ты мой муж, который живет со мной. И права решать, кто еще будет переступать этот порог, у тебя нет. Никакого». Он сжал кулаки так, что костяшки побелели, бросил на нее взгляд, полный немой ярости и бессилия, резко развернулся и грубо зашагал в спальню. Дверь захлопнулась с таким грохотом, что задребезжали стекла в серванте. Кристина медленно вернулась к разбору белья. Но привычные монотонные движения не могли унять тревогу, холодным червем заползшую в душу. Максим не сам, не по собственной инициативе додумался до сдачи комнаты. Его явно, методично и настойчиво кто-то надоумил. И не требовалось особой проницательности, чтобы понять, чья умелая рука направляла эту куклу. Ровно через неделю, в воскресное утро, когда Кристина пила кофе на кухне, в дверь настойчиво позвонили. Она открыла и увидела на пороге Галину. А позади нее, словно живой щит, стояли двое детей. Мальчик лет 5 и девочка помладше, оба в поношенных куртках и с маленькими рюкзачками за спиной. «Привет, Кристин, можно зайти?» Не дожидаясь ответа, Галина ловко протиснулась в прихожую, в ипсобой. Малыши, словно выпущенные на волю кролики, тут же рванули вглубь квартиры, с любопытством оглядывая все вокруг. «Максим дома, спит еще, наверное», —
«Ничего, мы тихонько посидим», — бросила она через плечо, направляясь на кухню. Кристина осталась стоять в коридоре, наблюдая, как непрошенные гости обживают ее пространство. Галина расселась за столом, достала из сумки термос, налила себе чаю. «Ты не против, что мы так внезапно? Просто рядом были, в парке гуляли. Думаю, дай зайду к брату, подождем, пока проснется». Кристина молча прошла на кухню, чтобы налить себе воды. Галина смотрела на нее с подобострастной, жалостливой улыбкой. «Слушай, Кристин, мне так стыдно перед тобой, честное слово». «Почему?» — спросила Кристина, хотя ответ был очевиден. «Ну, эта история с доверенностью. Мама мне все рассказала. Я ничего не знала, клянусь. Она сама все придумала. Я бы никогда не согласилась на такое». «Понятно», — ровно ответила Кристина, не выражая ни прощения, ни гнева. Галина тяжело вздохнула, сделав трагическое лицо. «У нас, знаешь ли, сейчас такие проблемы. Хозяин квартиру поднял в цене. Вдвое, представляешь? Мы не тянем. Мужу зарплату задерживают. У меня в салоне урезали ставку. Дети растут, им столько всего нужно». Она расписывала свои беды, глядя в кружку. Кристина слушала молча, как врач выслушивает давно знакомый список симптомов. «Мы думали съехать куда подешевле, но там одни развалюхи. Плесень, окна текут. Детей туда нельзя. Оплатить такие деньги за старую однушку — разорение». «Сочувствую», — произнесла Кристина без тени сочувствия в голосе. Галина подняла на нее глаза, в которых заискрились подобранные заранее слезы. «Вот у вас тут так просторно. 2 комнаты, хорошая планировка, и вы всего лишь вдвоем. Кристина поставила стакан в раковину с тихим, но отчетливым стуком. «Галина, если ты приехала сюда, чтобы просить меня пустить вас пожить, то отвечу сразу и однозначно. Нет». Та покраснела. Притворная невинность мгновенно сменилась обидой. «Я не прошу. Я просто думала, может, мы могли бы договориться. Временно. На пару месяцев. Мы бы платили за коммуналку, за продукты, по дому помогали». «Нет». «Но почему? Мы же родственники». «Именно поэтому», — холодно отрезала Кристина. «Чтобы не стать заклятыми врагами, родственники должны жить раздельно». Галина поджала тонкие губы. «Значит, тебе абсолютно все равно, что мои дети будут жить в отвратительных условиях? У твоих детей есть мать и отец», — парировала Кристина, чувствуя, как закипает гнев. «Вы, взрослые и дееспособные люди, сами должны решать свои жилищные проблемы. Я не социальная служба». «Какая же ты чёрствая», — выдохнула Галина с искренним негодованием. Кристина лишь пожала плечами и вышла из кухни. В коридоре уже стоял проснувшийся Максим в мятых трениках и майке. Увидев сестру, он неестественно оживился. «Галка! Какой сюрприз!» «Да, вот зашли. Хотела поговорить», — с обидой в голосе сказала она. Они удалились в гостиную. Кристина слышала из-за двери приглушенные, но взволнованные голоса. Галина что-то горячо и плаксиво объясняла, Максим отвечал успокаивающе, примирительно. Вскоре они вышли. Галина, не глядя на Кристину, молча и грубо стала собирать детей, одергивая их и натягивая куртки. На прощание она швырнула на невестку взгляд, полный такой неприкрытой ненависти, что стало понятно — перемирия не будет. Дверь захлопнулась с оглушительным финальным звуком. Максим остался стоять в коридоре, уставившись в пол. «Тебе было так сложно, так трудно согласиться?» — прошептал он, и в его голосе звучала неподдельная боль. «Согласиться на что?» — переспросила Кристина, хотя прекрасно понимал. «Пустить их хоть на пару месяцев. Они же в отчаянном положении. Семья ведь. Моя семья». Последние слова он произнес с таким надрывом, словно это был его последний аргумент, его главная и единственная правда. «Не моя», — отчеканила Кристина, чувствуя, как с каждым словом ее решимость крепнет. «Эти дети не мои. Им, безусловно, нужны нормальные условия, но обеспечить их — прямая обязанность их родителей, а не моя. Я не несу ответственности за чужие жизненные выборы и финансовые проблемы». Максим с горькой усмешкой покачал головой, смотря на нее, словно видел впервые. «Я тебя просто не узнаю. Ты стала какой-то чужой, жесткой, бездушной.
Я не стала жесткой, Максим. Я, наконец, научилась защищать свои границы. И да, это абсолютно разные вещи. Быть доброй и быть безотказной. Парировала она, но он уже не слушал. Он снова с театральным надрывом развернулся и ушел в комнату. И хлопок двери прозвучал как выстрел, подводящий черту под очередным бесплодным диалогом. Кристина медленно вернулась на кухню, допила стакан воды, но ледяная тяжесть в груди не проходила. Внутри поселилось стойкое, нехорошее предчувствие. Сначала Максим с его внезапной идеей о сдаче комнаты, теперь визит Галины с детьми и прозрачные намеки. Это не было чередой случайностей. Это был продуманный, многоходовый план. Марфа Степановна, как опытный стратег, методично давила со всех сторон, пытаясь найти слабое место в ее обороне, пробить брешь. И самое ужасное заключалось в том, что Максим, ее собственный муж, был не просто союзником, а активным, пусть и ведомым участником этой осады. Спустя несколько дней начался новый, еще более откровенный этап наступления. Марфа Степановна появилась снова, не с ключом, которого она была лишена, а скромно позвонив в дверь, когда Кристина была дома. «Здравствуй, доченька. Я борща наварила, целую кастрюлю. Решила поделиться», — произнесла она сладким сиропным голосом, переступая порог без приглашения. Кристина молча пропустила ее, пропуская в свое святилище троянского коня в образе свекрови с сутком. Марфа деловито прошла на кухню, поставила кастрюлю на плиту. «Максим дома?» — осведомилась она. «На работе». «Жаль, хотела с ним словечко перемолвить». Она обвела кухню оценивающим хозяйским взглядом. «У вас тут, я смотрю, чистота. Молодец. Хорошая из тебя хозяйка получается». Кристина проигнорировала комплимент, понимая его истинную цену. Марфа открыла холодильник, заглянула внутрь с видом ревизора. «Продуктов-то маловато. Давай я схожу в магазин, куплю чего свеженького». «Не надо», — коротко ответила Кристина. «Да что тебе сложно-то? Я же с удовольствием». «Я сама все куплю, когда будет необходимость», — отрезала она. Марфа закрыла дверцу холодильника и повернулась к невестке. Притворная улыбка мгновенно испарилась с ее лица, сменясь каменной серьезностью. «Знаешь, Кристина, я хотела с тобой поговорить. По-взрослому, по-женски». «Слушаю вас. Ты ведь понимаешь, в каком тяжелом положении моя дочь? 2 малышей, муж не кормилец, аренда грабительская. А у вас тут целая комната пустует без дела». «Комната не пустует», — холодно возразила Кристина. «Мы с Максимом планируем там в будущем детскую обустроить». Марфа фыркнула, и в этом звуке прозвучало презрение. «Детскую. 3 года в браке, а детей все нет и нет. Может, хватит уже планировать? Пора и делом заняться». Кристина стиснула зубы, чувствуя, как волна гнева подкатывает к горлу. «Это исключительно наше с вашим сыном личное дело». «Как же это не мое дело?» — всплеснула руками свекровь. «Я мать! Я внуков хочу видеть! А ты вечно в своих работах, в деньгах, в этой своей квартире с документами копаешься. А про семью забыла». «Марфа Степановна, я устала. Мне нужно отдохнуть перед ночной сменой. Вы не против, если мы закончим этот разговор?» Попыталась взять под контроль ситуацию Кристина. Но свекровь не двинулась с места. Ее взгляд стал жестким и пристальным. «Ты знаешь, что по нашему закону муж имеет полное право на половину совместно нажитого имущества, даже если квартира изначально твоя». Кристина похолодела, чувствуя, как по спине пробегает ледяная мурашка. Марфа улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Не знала? А это так. И Максим может подать на раздел, если захочет. Квартира-то твоя, да, куплена до брака. А вот ремонт кто делал, мебель кто покупал, всю эту технику — это все совместные вложения. И любой хороший адвокат докажет, что рыночная стоимость жилья значительно выросла именно благодаря вложениям мужа. Кристина медленно выдохнула, пытаясь скрыть охватившую ее панику. «Вы что, предлагаете, чтобы Максим подал на меня в суд? Я предлагаю тебе быть справедливой». Голос Марфы Степановны зазвучал наставительно. «Максим — мой сын и твой муж. Он имеет такие же права здесь, как и ты. А ты ведешь себя так, словно он тут временный постоялец, нежеланный гость». Она сделала паузу, давая словам проникнуть в самое сердце.
Эта квартира твоя. Пока. Но законы, милочка, существуют для того, чтобы их использовали. Максим может потребовать своё. И тогда ровно половина этой прекрасной двушки будет принадлежать ему. И он сможет на законных основаниях решать, кто будет жить на его территории. С этими словами Марфа Степановна взяла свою сумку и направилась к выходу. На пороге она обернулась. Ее фигура казалась темной и зловещей в дверном проеме. «Подумай хорошенько над моими словами, Кристина. Семья — это не только права, но и обязанности. Помогать нужно. Особенно, когда родные люди оказались в беде». Дверь закрылась с тихим, но окончательным щелчком. Кристина осталась стоять посреди кухни, сжимая кулаки так сильно, что короткие ногти впились в влажные ладони, оставляя красные полумесяцы. Угроза прозвучала открыто, громко и недвусмысленно, и, зная податливый, зависимый от матери характер Максима, она с ужасом понимала. Он действительно способен на такой шаг. Если мать достаточно сильно надавит, нашепчет, убедит, он пойдет в суд отсуживать половину того, что она считала своим неприкосновенным убежищем. Медлить было нельзя. Наступать пора. На следующий день Кристина, отгуляв на работе, взяла отгул и поехала к юристу. По рекомендации своей подруги Марины, которая сама прошла через бракоразводный процесс, она записалась на консультацию к опытному специалисту по семейному праву. Это была женщина лет 50 с умным, проницательным взглядом и четкой отточенной речью, в которой чувствовалась уверенность и глубокое знание своего дела. Выслушав обстоятельный, местами сбивчивый рассказ Кристины, юрист, представившаяся Аллой Викторовной, внимательно кивнула. Ситуация, конечно, крайне неприятная и морально тяжелая, но с юридической точки зрения далеко не критичная. Ключевой факт. Квартира была приобретена вами до официальной регистрации брака. Это четко зафиксировано в документах, а значит, по закону она не может считаться совместно нажитым имуществом и не подлежит разделу. «Но ведь он может попытаться доказать, что вкладывался в ремонт», — начала Кристина. «Может», — согласилась юрист. «Такие попытки бывают. Но для этого ему потребуется предоставить суду неоспоримые доказательства. Чеки, квитанции, банковские выписки, которые подтвердят, что именно он, а не вы, оплачивал дорогостоящие отделочные материалы, работу строителей или приобретение капитальных элементов, существенно повышающих стоимость жилья. Скажите, а у вас сохранились такие документы?» Кристина погрузилась в недолгое раздумье, мысленно прибирая архивы. «Не уверена. Ремонт мы делали около 4 лет назад, еще до свадьбы. Я точно помню, что основную часть мебели, всю бытовую технику покупала именно я, со своей карты. Крупные траты на строительные материалы тоже проходили через мой счет. «Вот видите», — сделала вывод Алла Викторовна. «Если ваш супруг не сможет документально подтвердить свои существенные финансовые вливания, его шансы на признание доли в праве собственности стремятся к нулю. Суд просто не удовлетворит такие требования». Но его мать, свекровь, она так уверенно говорила об этом, пугала меня, — тихо произнесла Кристина. «Свекровь пытается вас запугать», — уверенно парировала юрист. «Это весьма распространенная тактика давления на психологически более слабого, с их точки зрения, оппонента. Цель — заставить вас добровольно согласиться на их условия, поддавшись панике, без доведения дела до суда, где их шансы, как мы выяснили, призрачны». Достав блокнот, Алла Викторовна начала выписывать четкий план действий. Вот что вам необходимо сделать в первую очередь. Соберите и систематизируйте все документы, которые с предельной ясностью подтверждают, что квартира была приобретена исключительно на ваши личные средства. Выписки из банка о переводе денег продавцу, договор купли-продажи, где вы указаны как единственный покупатель, все платежные поручения. Параллельно постарайтесь собрать любые доказательства, что ваш муж не совершал значительных финансовых вложений в жилье. Любые чеки, квитанции, возможно, даже переписку, где это косвенно подтверждается. Все, что укрепляет вашу позицию. «Хорошо, я поняла», — кивнула Кристина, чувствуя, как внутри прорастают первые ростки уверенности. «И последнее», — добавила юрист, глядя на нее поверх очков. «Если вы чувствуете, что психологическое давление усиливается,
и ситуация в семье не просто тупиковая, а деструктивная, задумайтесь о более радикальных мерах. О брачном договоре, который раз и навсегда закрепит ваши права на это имущество. Или, как крайний вариант, о разводе. Потому что, исходя из вашего рассказа, дальше, боюсь, может быть только хуже. Поблагодарив за консультацию, Кристина уехала. Дома она сразу же достала толстую синюю папку с надписью «Квартира» и принялась тщательно перебирать пожелтевшие листы. Договор купли-продажи с ее именем в графе «Собственник». Банковская выписка, где черным по белому было указано, что кредит оформлен на нее, и все ежемесячные платежи исправно списывались с ее личного счета. Пачка квитанций от строительной бригады. Все оплачено ею. Причем даты уверенно указывали на период до брака. По мере изучения бумаг до нее доходила вся глубина абсурда. Максим действительно не вложил в это жилье ни рубля. Он просто переехал в готовые обустроенные стены с новой мебелью и техникой. Все, что он делал, это жил здесь, пользуясь всем этим. Даже коммунальные платежи, как она с горечью вспомнила, почти всегда оплачивала она, ведь ее доход был существенно выше. Она аккуратно сложила все документы обратно в папку и на следующий день надежно спрятала ее в свой сейф на работе. Теперь в случае судебной битвы у нее был неприступный арсенал. И все же в глубине души она продолжала надеяться, что до этого не дойдет. Однако следующие дни лишь подтвердили худшие опасения. Марфа Степановна стала появляться с пугающей регулярностью, практически ежедневно. То с кастрюлей наваристых щей, то с тарелкой котлет, то просто проведать. Стало очевидно, что Максим тайком вручил ей новый комплект ключей, ведь теперь Кристина все чаще заставала свекровь уже внутри квартиры, когда возвращалась с работы. «Окна помыла, гляди, как сияют», — бодро рапортовала та. Или «полы протерла, ты же на работе выматываешься, тебе не до уборки». Кристина молча сносила эти вторжения, но внутри все закипало от бессильного гнева. Марфа вновь, как и в случае с перестановкой, метила территорию, демонстративно показывая, что может войти сюда когда угодно. И Максим, что было самым горьким, молчаливо поддерживал эту оккупацию. Однажды, войдя в спальню, Кристина застала свекровь у открытого шкафа. Та стояла и пристально разглядывала полки с их одеждой. «Что вы здесь делаете?» — холодно спросила Кристина. Марфа обернулась без тени смущения. «Да так, смотрю, как вы вещи храните. Можно же рациональнее пространство использовать, место освободить». «Для чего?» — в голосе Кристины прозвучала сталь. «Ну, как для чего? Если кто-то вдруг переедет, придется потесниться. Места всем должно хватить». Кристина подошла вплотную. «Марфа Степановна, я уже говорила и повторяю еще раз. Никто сюда не переедет. Никогда. Посмотрим». Загадочно улыбнулась свекровь и, не сказав больше ни слова, прошмыгнула мимо нее в коридор. «Завтра еще зайду. Хочу в ванной плитку почистить, там швы почернели». «Не надо», — резко сказала Кристина. «Надо, надо», — отмахнулась та, уже надевая пальто. «Ты же сама никогда до этого не доберешься. Кристина проводила ее до двери, щелкнула всеми замками, опустилась на диван и закрыла лицо ладонями. Это было невыносимо. Марфа вела себя так, словно квартира уже была ее собственной, а Кристина лишь временной помехой. И Максим не просто закрывал на это глаза. Он был соучастником. А вечером он и вовсе огорошил ее новостью, что уезжает в срочную командировку. «На 3 дня в Великий Новгород, переговоры с новыми поставщиками», — сообщил он, избегая ее взгляда. «Хорошо», — ровно ответила Кристина, не выражая ни удивления, ни расстройства. Она почти ожидала чего-то подобного. Максим уезжал, чтобы устраниться, чтобы не мешать матери развернуть свой главный маневр. Значит, Марфа Степановна готовила что-то действительно серьезное. Муж уехал в понедельник утром, а уже вечером того же дня в дверь вновь раздался настойчивый звонок. На пороге, увешанная пакетами с продуктами, стояла Марфа Степановна. «Решила, бедная ты моя, одной тебе скучно будет. Приготовлю тебе настоящий ужин», — объявила она, и в ее глазах читалась неподдельная хищная решимость. Кристина, стиснув зубы, молча пропустила ее внутрь. Свекровь деловито проследовала на кухню, начала с грохотом раскладывать принесенные овощи, мясо, специи, без умолку комментируя свои действия,
заполняя собой все пространство звуком и присутствием. Кристина сидела в гостиной, уставившись в мерцающий экран телевизора, но не видя и не слыша ничего из происходящего там. Ее внимание было всецело поглощено звуками, доносящимися с кухни, где Марфа Степановна, напивая себе под нос, хозяйничала, как у себя дома. Через час свекровь наконец появилась в дверях, вытирая руки о фартук. «Ну все, доченька, покушаешь на неделю. Завтра зайду, проверю, как ты тут одна», — бросила она, и в ее тоне прозвучала непоколебимая уверенность в своем праве приходить когда угодно. И она действительно приходила. На следующий день и послезавтра, каждый раз задерживаясь на несколько часов. Она не просто сидела, она методично обходила комнаты, изучая обстановку с видом ревизора. Ее пальцы скользили по поверхностям, взгляд выискивал малейшую перемену. Она завела разговор о работе Кристины, пытаясь выведать ее расписание. «У те же ночные дежурства бывают, да?» — спросила она с поддельным участием. «Бывают», — коротко ответила Кристина. «А как часто?» — не отступала Марфа. «По-разному, зависит от графика». «А на этой неделе будут?» В голосе свекрови прозвучала плохо скрытая настойчивость. Кристина внимательно посмотрела на нее, ощущая, как внутри все сжимается. «Зачем вам это знать?» Марфа растянула губы в безобидной улыбке. «Да так, просто интересно. Тяжело, наверное, по ночам работать. Здоровье не железное». «Привыкла», — отрезала Кристина, решив не сообщать, что в четверг у нее действительно назначена ночная смена. Пусть думает, что ее план остается в тайне. В среду из командировки вернулся Максим. Он вел себя подчеркнуто отстраненно, почти не разговаривал, погруженный в себя. Кристина заметила, что он почти не выпускает из рук телефон, активно с кем-то переписывается, и всякий раз, когда она приближалась, поспешно прятал экран, делая вид, что изучает новости. В четверг утром она, как обычно, собралась на дневную смену, переоделась в форму, взяла сумку. Однако, придя в больницу, она подошла к заведующей и, сославшись на внезапное недомогание, попросила отпустить ее пораньше. Заведующая, зная ее как ответственного работника, без лишних вопросов согласилась. Кристина вышла из больницы в 2 часа дня и поехала домой. Но она не поднялась в квартиру. Вместо этого она остановилась у своего подъезда и, стараясь оставаться незамеченной, спряталась за углом соседнего здания, откуда был прекрасно виден вход. Сердце бешено колотилось в груди. Она ждала. Примерно через 20 минут к подъезду подъехала старенькая красная «Лада», которую Кристина сразу узнала. Это была машина мужа Галины. Из салона один за другим высыпались пассажиры. Сначала Галина, затем ее дети, а потом и сам муж, вытаскивая из багажника объемные сумки и картонные коробки. Следом, словно режиссер, появлялась Марфа Степановна, что-то энергично объясняя и размахивая руками. Они выгрузили целую гору вещей — пакеты, коробки, свертки. И тогда Марфа с торжествующим видом достала из своей сумки новенький блестящий ключ, открыла им дверь подъезда, и вся процессия скрылась в темном проеме. Кристина стояла как вкопанная, наблюдая за этой картиной. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, а руки дрожали от сдержанной ярости. Максим. Снова. Он сделал новый дубликат и передал его матери. И теперь, пока ее нет дома, они буквально заселяют Галину с семьей в ее квартиру. Она достала телефон и набрала номер подруги. «Марин, привет. Можно у тебя сегодня переночевать?» — спросила она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Конечно, что-то случилось?» — встревожилась та. «Расскажу при встрече. Буду через час». Кристина села в свою машину и уехала. По дороге к Марине она остановилась у магазина, купила бутылку красного вина и плитку горького шоколада. Подруга встретила ее на пороге с выражением беспокойства на лице. «Ты бледная, как полотно. Что случилось?» Все нормально. Просто жутко устала», — соврала Кристина. Они устроились на кухне. Марина налила вина в бокалы, и Кристина, сделав глубокий глоток, выложила все: от поддельной доверенности до сегодняшнего наблюдения у подъезда. Марина слушала, не перебивая, лишь время от времени качая головой в немом ужасе. «Это же настоящий беспредел. Что ты собираешься делать?» — спросила она, когда Кристина закончила. «Завтра у меня ночная смена», — ответила Кристина, и её голос внезапно обрел стальную твердость. «Я отработаю ее, как ни в чем не бывало, а утром приеду домой.
и посмотрим, кто кого». Она посмотрела подруге прямо в глаза, и в ее взгляде не было ни страха, ни сомнений. Марина на мгновение замерла. «Ты уверена, что справишься одна? Может, мне поехать с тобой? Для моральной поддержки?» «Нет, не надо. Я должна сделать это сама». Они допили вино и легли спать. Но Кристина почти не сомкнула глаз. В голове, словно на шахматной доске, она выстраивала план действий, продумывая каждый ход, каждую возможную реплику. Завтра она вернется домой и застанет там Галину с семьей. Марфа, без сомнения, тоже будет присутствовать. Возможно, и Максим. И тогда начнется ее главное, решающее сражение. Кристина была готова. Все документы на квартиру надежно хранились в сейфе на работе. Телефон был полностью заряжен, а в его памяти было установлено приложение для записи видео и звука. Номера телефонов полиции и ее юриста были внесены в список избранных контактов. Она точно знала, что будет делать. Шаг за шагом. Без лишних эмоций. Без истерик и сцен. Холодно и расчетливо, как хирург, выполняющий сложную операцию. Марфа Степановна зашла слишком далеко, и теперь настал час расплаты. Утром Кристина проснулась раньше всех. Выпила чашку крепкого кофе с Мариной, поблагодарила ее за ночлег и поддержку и уехала на свою смену. Предстоящие 12 часов выдались невероятно тяжелыми. Несколько сложных пациентов, один случай с острым аппендицитом, который потребовал экстренной госпитализации в хирургическое отделение. Но даже сквозь профессиональное напряжение и усталость она не переставала мысленно репетировать предстоящий разговор, готовясь к битве за свой дом. К утру Кристина едва держалась на ногах. Физическое истощение было абсолютным, каждая мышца кричала от усталости. Но внутри царила странная, почти неестественная ясность и холодное, выверенное спокойствие. Она переоделась в ординаторской, сняв халат, пропитанный запахом больницы и стресса. Умылась ледяной водой, глядя на свое бледное отражение в зеркале. Затем она открыла свой шкафчик, достала оттуда увесистую папку с документами, положила ее в сумку рядом со стетоскопом и сменной одеждой. Она вышла из больницы в сырое промозглое утро. Небо было затянуто сплошной серой пеленой, с которой моросил мелкий назойливый дождь. Сев в машину, она завела мотор, включила печку, чтобы прогнать озноб, пробиравший до костей. По дороге домой она свернула к круглосуточному супермаркету. Внутри, под ярким бездушным светом люминесцентных ламп, она набрала в пакет продуктов. Батон хлеба, упаковку молока, десяток яиц, несколько помидоров. Это был элемент ее тщательно продуманного сценария, для правдоподобия, чтобы, если ее спросят, почему она не сразу домой, был простой и логичный ответ. Заехала в магазин. Хотя в глубине души она понимала, что спрашивать уже будет некому. Вернее, спрашивающие будут играть совсем по другим правилам. Она припарковалась у своего подъезда, взяла тяжелую сумку с документами и пакет с провизией. Лифт, как назло, снова не работал, и ей пришлось подниматься пешком на 5-й этаж. С каждой ступенькой, с каждым шагом по скрипящим бетонным пролетам внутри нее нарастало не волнение, а именно напряжение, словно стальная пружина, готовая распрямиться. Сердце билось ровно и гулко, руки не дрожали, мысли были кристально четкими, выверенными, как хирургический инструмент. Она точно знала, что увидит наверху, знала, что скажет, знала, что сделает. Она дошла до своей площадки и замерла. Возле стены, прямо напротив ее двери, громоздилась стопка картонных коробок и пластиковых пакетов. Они были аккуратно сложены, некоторые перевязаны скотчем или веревками, и Кристина узнала свои вещи. Свою одежду, свою обувь, свои книги, свою косметику. Даже рамка с фотографией, где она была с Максимом в самом начале их отношений, одиноко лежала поверх одной из коробок. Ощущение было сюрреалистичным и оглушительным. Ее выселили. Вынесли ее жизнь в коридор, освобождая место для новых хозяев. Кристина медленно, с невероятным самообладанием поставила пакет с продуктами на пол. Затем она достала из кармана телефон. Заряд — 92%. Этого более чем достаточно. Она включила камеру, перевела ее в режим видеозаписи,
Нажала на красную кнопку, и маленький индикатор загорелся, подтверждая, что теперь все фиксируется. С этим телефоном в руке она подошла к двери, вставила свой ключ в замок, повернула. Раздался знакомый громкий щелчок. Ключ подошел. Значит, они не успели поменять замки. Или просто не догадались, что это необходимо сделать. Или были настолько уверены в своей безнаказанности, что сочли это излишним. Кристина толкнула дверь и переступила порог своей квартиры. Воздух внутри был густым, тяжелым и чужим. Он был насыщен запахом жареного лука, жира и чем-то сладковато-приторным, возможно, детским печеньем. На кухне спиной к ней стояла Марфа Степановна. На ней был ее фирменный цветастый фартук, а волосы были убраны под платок. Она что-то помешивала в большой кастрюле на плите, и во всей ее позе читалось довольное, почти блаженное спокойствие хозяйки, которая наконец-то обустраивает свое законное гнездо. Из глубины квартиры, из комнат, доносились звуки, которые никогда не должны были звучать здесь. Детский смех, топот маленьких ног, скрип и грохот передвигаемой мебели. Галина что-то говорила своему мужу, и тот отзывался невнятным басом. Марфа обернулась на звук открывающейся двери, и ее взгляд упал на Кристину, застывшую в дверном проеме. На ее лице расплылась широкая, торжествующая улыбка, полная непоколебимой уверенности в своей победе. «Как хорошо, что ты наконец-то пришла», — раздался сладкий, ядовитый голос Марфы Степановны. «Мы как раз освободили для тебя место. Твои вещи уже собраны и ждут в подъезде. Можешь забирать их, дорогая, и искать себе новый угол. Скоро сюда приедет моя дочка с семьей. У них 2 маленьких детей, и эта квартира им нужнее, чем тебе одной». Кристина медленно, с подчеркнутой аккуратностью поставила свою тяжелую сумку на пол в прихожей. Ее взгляд, холодный и неотрывный, будто пригвоздил свекровь к месту. Та стояла, сжимая в руке металлический половник, и на ее лице застыла ожидающая, торжествующая улыбка. Она, несомненно, ждала слез, униженных молитв, громких обвинений и женской истерики, той самой реакции, которую можно легко сломить и обратить в ничто. Но она не дождалась ровно ничего. После этих слов, прозвучавших как приговор, в Кристине что-то окончательно щелкнуло, и теперь ее было не остановить. Она плавно подняла телефон, направив объектив камеры на смутившуюся Марфу Степановну. Ее собственный голос прозвучал ровно и официально, словно она диктовала протокол. Сегодня 6 сентября 2025 года. Время 9 часов 37 минут утра. Я, Крылова Кристина Андреевна, нахожусь в своей квартире по адресу улица Северная, дом 6, квартира 15. В квартире незаконно находятся посторонние лица, которые отказываются покинуть помещение. Марфа Степановна опустила половник, и он с глухим стуком ударился о плиту. Самодовольная улыбка сползла с ее лица, сменяясь растерянностью и злобой. «Ты что это делаешь, ненормальная?» — прошипела она. «Фиксирую правонарушение», — невозмутимо ответила Кристина, продолжая съемку. «Какое еще правонарушение? Это квартира моего сына. Здесь его законное место». Голос свекрови взвизгнул. «Нет, это моя квартира. Я единственный собственник, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права». Не обращая больше внимания на бурлящую от гнева Марфу, Кристина двинулась дальше по коридору, продолжая снимать. Она заглянула в гостиную. Там Галина с мужем, как заправские грузчики, расставляли детские пожитки. Повсюду валялись игрушки, на ее диване лежала чужая одежда, а в углу стояла громоздкая коляска. Дети, мальчик и девочка, сидели прямо на полу и собирали конструктор. Зафиксировано. В гостиной находятся 4 человека. Гражданка Белова Галина Игоревна, ее супруг и 2 несовершеннолетних детей. Они незаконно проникли в квартиру и отказываются покинуть помещение. Галина, словно ошпаренная, вскочила с дивана. «Ты что творишь, Кристина? Выключи эту камеру!» — закричала она. «Я снимаю видео для последующего предъявления в правоохранительные органы», — без тени эмоций констатировала Кристина. «В какие органы? Ты слышишь себя вообще? Мы же семья! Мы родственники!» — не унималась Галина. «Вы незаконно проникшие в моё жилище граждане, и сейчас я вызываю наряд полиции».
Кристина стала набирать номер, не прекращая съемку. В трубке послышались гудки. В этот момент Марфа Степановна с искаженным от бессильной ярости лицом ринулась к ней, пытаясь вырвать телефон. Но Кристина легко увернулась, отступив к окну. В трубке, наконец, ответил дежурный. «Дежурная часть, слушаю вас». «Здравствуйте. Меня зовут Крылова Кристина Андреевна. Я хочу сообщить о незаконном проникновении в мою квартиру. Адрес: улица Северная, дом 6, квартира 15. В чем конкретно заключается нарушение?» — уточнил голос. «В моей квартире в настоящий момент находится 4 взрослых и 2 детей. Они проникли сюда без моего ведома и разрешения, предварительно вынесли мои личные вещи в подъезд и теперь отказываются покинуть помещение. Я являюсь единственным собственником. Все документы при мне». «Понял вас. Наряд выезжает. Ожидайте». Марфа Степановна кричала что-то нечленораздельное, размахивая руками. Галина же попыталась дернуть Кристину за рукав, но та резко отстранилась, не прекращая вести съемку. Зафиксировано. Гражданка Белова Галина Игоревна применяет физическую силу, пытаясь помешать законному вызову полиции. «Я ничего не применяю. Я просто хочу, чтобы ты прекратила этот цирк», — визжала Галина. «Полиция уже выехала», — холодно напомнила Кристина. «Вам лучше начать собирать свои вещи». Марфа Степановна схватилась за голову с театральным, полным отчаяния жестом. «Максим, и ты молчишь? Ты позволишь этой неблагодарной выгнать на улицу твою родную мать?» Ее голос сорвался на высокую, визгливую ноту. Из спальни, наконец, вышел Максим. Его лицо было бледным, с нездоровыми красными пятнами на щеках. А во взгляде читалась растерянность и животный страх. «Кристина, ну зачем ты так? Давай просто сядем и спокойно все обсудим, как цивилизованные люди». Попытался он вставить примирительную ноту, но она прозвучала фальшиво. «С тобой разговаривать уже поздно». Ледяным тоном парировала Кристина, не опуская телефон. «Все вы, как стая волков, вторглись в мое жилище. Выбросили на помойку мои личные вещи. Самоуправно заселились, не спросив моего разрешения. Знаете, как это называется в Уголовном кодексе? Это называется самоуправство и незаконное проникновение в жилище. Это преступление». «Какое еще преступление?» — взорвался Максим. «Я же твой муж. Мы же семья». «Ты не собственник», — безжалостно напомнила ему Кристина. «И у тебя нет никакого юридического права решать, кто будет жить в этой квартире. Никакого». Максим растерянно перевел взгляд с разъяренной матери на холодную, как айсберг, жену. Беспомощно открыл рот, но не нашел, что сказать, и снова закрыл его. Марфа Степановна, фыркая от ярости, подошла к Кристине вплотную. Ее глаза горели лихорадочным блеском, а голос сорвался на шепот, дрожа от неконтролируемой злобы. «Ты вообще понимаешь, что творишь, дура ты бессердечная? Ты вышвыриваешь на улицу семью, маленьких детей. Ты хоть думать о ком-то, кроме себя, умеешь? У вас есть ваша собственная квартира, Марфа Степановна. И у вашей дочери, как я понимаю, пока еще есть съемное жилье». Голос Кристины был спокоен и неумолим. «Идите туда, а я буду защищать то, что принадлежит по праву мне». Свекровь, не помня себя от гнева, резко подняла руку, будто собираясь замахнуться для пощечины. Но Кристина даже не дрогнула, лишь плавно подняла телефон с включенной камерой еще выше. Зафиксирована прямая угроза применения физического насилия со стороны гражданки Беловой Марфы Степановны. Прозвучал ее ровный фиксирующий голос. Марфа, осознав бесперспективность жеста, силой опустила руку, развернулась и, громко топая, прошла на кухню. Она с грохотом выключила конфорку плиты, сорвала с себя фартук и швырнула его на стол. «Хорошо, прекрасно. Посмотрим, как ты запоешь, когда мой сын подаст на раздел имущества. Половина этой квартиры по закону принадлежит ему», — выкрикнула она, пытаясь нанести последний удар. «Квартира была приобретена мной до брака», — парировала Кристина, словно зачитывая статью. «Ваш сын не вложил в ее покупку, ремонт или обустройство ни единой копейки. Все финансовые документы находятся у меня, так что ваши угрозы беспочвенны и бесперспективны». «Мы еще посмотрим», — бросила Марфа через плечо, хватаясь за свою сумку и выбегая в коридор. Галина стояла посреди гостиной, бессильно обхватив себя за плечи. Ее муж, молчаливый и мрачный, уже начал судорожно сгребать разбросанные детские вещи, запихивая их в пакеты.
Дети, притихшие и напуганные, смотрели на взрослых большими, полными слез глазами. «Мама, что нам делать?» Дрожащим, почти детским голосом спросила Галина. «Уходим!» — рявкнула Марфа из коридора. «Пусть эта змея душная тут одна и живет, на своих квадратных метрах подавится». Они начали собираться, и Кристина, не прекращая съемки, зафиксировала и этот хаотичный сбор. Максим с понурой головой подошел к ней и робко попытался взять ее за руку. «Кристина, ну остановись, прошу тебя. Это же какое-то безумие». «Убери руку!» — отрезала она, и в ее голосе прозвучала такая сталь, что он инстинктивно отпрянул. «Я не хотел, чтобы все так вышло», — пробормотал он. «Твоя мать самоуправно распоряжается моей собственностью, а ты — ее главный помощник и пособник. Вы выставили меня из моего же дома, как отработанную мебель, и теперь удивляетесь, что я вызвала полицию?» Максим отступил на шаг, его плечи сгорбились. «Я просто думал, мы сможем договориться. Пустим Галю с семьей временно. Она найдет получше работу, поднакопит денег и съедет». «Ты думал?» — с горькой усмешкой переспросила Кристина. «А со мной, хозяйкой этой квартиры, посчитал нужным посоветоваться?» «Ты бы не согласилась». «Правильно, не согласилась бы. Потому что это моя квартира. И только я одна решаю, кто будет переступать ее порог». Марфа, проходя по коридору с сумкой и коробкой, бросила на Кристину взгляд, полный такой немой ненависти, что, казалось, воздух зарядился статическим электричеством. «Пожалеешь», — прошипела она. «Еще пожалеешь об этом дне, королева ты наша». «Возможно», — холодно ответила Кристина. «Но явно не сегодня». В этот момент в дверь раздался резкий официальный звонок. Кристина, не сводя камеры с отступающих гостей, подошла и открыла. На пороге стоял участковый уполномоченный. Мужчина лет 40 с усталым, профессионально невозмутимым лицом. За его спиной виднелся второй, более молодой полицейский. «Здравствуйте. Поступил вызов отсюда?» «Да», — кивнула Кристина. «Проходите, пожалуйста». Она пропустила их в квартиру. Участковый опытным взглядом окинул обстановку. Коридор, полный чужих людей с узлами и детьми. «В чем суть проблемы?» — спросил он, обращаясь ко всем присутствующим. Кристина, не торопясь, достала из сумки плотную синюю папку. «Я единоличный собственник данной квартиры. Вот свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, технический паспорт. Эти люди, — она жестом указала на семью Галины и Марфу, — проникли в жилище без моего ведома и согласия, предварительно вынесли мои личные вещи в подъезд и теперь отказываются его покинуть». Участковый взял документы, внимательно изучил печати и даты. «Вы подтверждаете, что являетесь единственным собственником?» «Да». «А эти граждане, кем вам приходится?» «Моя свекровь, ее дочь с мужем и детьми и мой супруг», — четко перечислила Кристина. Полицейский повернулся к Марфе Степановне. «У вас есть при себе документы, подтверждающие ваше право на проживание по данному адресу?» Марфа выпрямила спину, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Какие еще документы? Это же квартира моего сына. Он здесь живет. «Ваш сын?» — участковый перевел взгляд на Максима. «Он прописан по этому адресу?» Максим, молча, сгорбившись, помотал головой. «Является ли он собственником или совладельцем жилого помещения?» «Нет». Тихо и беспомощно выдохнул тот. «В таком случае», — резюмировал участковый, и его голос обрел железные нотки, «вы все, включая супруга, не имеете законного права находиться в данной квартире против воли и без разрешения ее собственника». Марфа Степановна ахнула с таким видом, будто услышала нечто совершенно немыслимое. «Как это может быть? Он ее законный муж!» — выдохнула она, вглядываясь в лицо полицейского в поисках поддержки. «Нахождение в браке не предоставляет автоматического права собственности на жилье, приобретенное супругой до его регистрации». Невозмутимо, словно цитируя служебную инструкцию, ответил участковый и вернул плотную папку с документами Кристине. «С вашей стороны все чисто. Вы, как собственник, в полном праве потребовать, чтобы все лица, не указанные в документах, немедленно покинули занимаемое помещение». Он перевел строгий взгляд на остальных. «Господа, настоятельно рекомендую собрать ваши вещи
и проследовать отсюда добровольно. В противном случае мне придется составить протокол об административном правонарушении, что повлечет за собой штраф и, возможно, иные последствия. Марфа Степановна с театральным стоном схватилась за сердце и грузно опустилась на ближайший стул. «Ой, мне плохо. Сердце прихватило. Не могу дышать», — забормотала она, закатывая глаза. Участковый, ни на мигу не меняя выражения лица, с профессиональным спокойствием достал рацию. «Дежурные, вызовите к подъезду на Северный 6-й бригаду скорой медицинской помощи для гражданки преклонного возраста». Услышав это, Марфа мгновенно пришла в себя, резко поднялась и отмахнулась. «Не надо скорую. Я сама справлюсь». Галина, вся в слезах, судорожно схватила за руки перепуганных детей. Ее муж молча и мрачно принялся сгребать оставшиеся коробки и пакеты. Вся их процессия, понурая и разбитая, потянулась в коридор и начала спускаться по лестнице. Марфа Степановна последовала за ними, но на пороге обернулась и бросила на Кристину взгляд, в котором читалась не просто злоба, а настоящая, первобытная ненависть. Она была в явном ужасе и шоке от произошедшего. Эта женщина, привыкшая к покорности и уступкам, никак не ожидала, что ее тихая, вечно уставшая невестка, которую она считала слабой и безропотной, окажется способна на такой решительный и беспощадный поступок. Вызвать полицию на собственную семью мужа и выгнать всех вон без тени сомнений или жалости. Максим остался стоять в прихожей, словно вкопанный, не в силах смириться с реальностью. Участковый вопросительно посмотрел на него. «А вы, гражданин, тоже собираетесь?» Максим перевел растерянный взгляд на жену. «Кристина», — начал он жалобно. «Уходи, Максим», — прозвучал ее голос, холодный и не оставляющий пространства для дискуссий. «Забирай свои вещи и уходи. К своей матери». «Ты не можешь так поступить, я твой муж», — попытался он вставить последний аргумент. «Был. Теперь нет. Наши пути разошлись». «Но мы же можем все обсудить, найти компромисс», — не сдавался он. «Обсуждать уже нечего. Ты сделал свой выбор, и этим выбором была твоя мать. Теперь иди и живи с ней». Участковый тактично кашлянул, привлекая внимание. «Гражданин, настоятельно советую последовать законному требованию супруги. Она имеет на это полное право». Максим постоял еще с минуту, испуганно глядя то на жену, то на полицейского, потом, сгорбившись, поплелся в спальню. Вскоре он вернулся с наспех собранной спортивной сумкой, из которой торчали рукава свитеров и штанины брюк. Не глядя на Кристину, он прошел мимо и вышел за дверь. Звук захлопнувшейся дверной створки прозвучал как финальный аккорд. Участковый снова обратился к Кристине. «Вам требуется составление протокола по факту незаконного проникновения?» «Да», — уверенно ответила она. «Я намерена написать заявление и привлечь виновных к ответственности». «Хорошо. Можете подъехать в отделение сегодня?» «Подъеду позже, после того, как немного приду в себя и отдохну». «Понятно. Вот моя визитка». Он протянул ей карточку. «Позвоните, когда будете готовы выехать». Полицейские ушли. Кристина медленно, с ощущением невероятной тяжести, закрыла дверь, повернув все замки, и прислонилась к ней спиной. В квартире воцарилась тишина. Впервые за несколько часов абсолютная, оглушительная тишина, не нарушаемая чужими голосами и топотом. Она сделала несколько шагов, осматривая свое разоренное жилище. На кухне в кастрюле застыл недоеденный суп. На столе валялись обрезки овощей и грязные ножи. В гостиной были разбросаны детские игрушки, а на диване лежала помятая подушка. В спальне постель была смята, а дверца шкафа распахнута. Из нее вываливались вещи Максима. Кристина опустилась на пол прямо посреди коридора. Телефон, все еще зажатый в ее руке, наконец был отложен в сторону. Она закрыла лицо ладонями, но слез не было. Только глубокая, всепоглощающая пустота и усталость. Потом она поднялась, словно автомат, прошла в ванную, включила душ и встала под почти обжигающие струи воды. Она стояла так минут 20, пока кожа не покраснела, позволяя воде смывать с себя не только пот и больничные запахи, но и всю накопившуюся злость, унижение
и колоссальное нервное напряжение. Она вышла, надела чистый домашний халат и, набравшись сил, вышла в подъезд, чтобы внести обратно свои коробки и пакеты. Она расставила их по углам, не в силах сейчас заниматься разбором. Последним ее сознательным действием перед тем, как она рухнула на кровать, было то, что она легла и провалилась в глубокий беспросветный сон, отключившись от всего мира. Она проснулась уже затемно. За окном горели вечерние огни. Поднявшись, она прошла на кухню, механически выбросила остатки еды, оставленные Марфой, вымыла посуду, протерла стол и навела минимальный порядок. Включив электрочайник, она взяла в руки телефон. Он был разряжен почти в ноль, а экран был завален сообщениями и уведомлениями о пропущенных вызовах. Максим писал длинные, полные гнева и упреков сообщения, обвиняя ее в бессердечии. Марфа Степановна слала гневные голосовые, в которых сквозили угрозы подать встречный иск. Галина в истеричных текстах винила ее в том, что ее дети теперь якобы остались на улице. Не читая до конца, Кристина одним движением заблокировала все 3 номера. Затем она нашла в контактах номер своего юриста и перезвонила ей. Выслушав краткий отчет, юрист одобрительно хмыкнула. Правильно сделали. Действовали строго в правовом поле. Теперь следующий шаг — официально подавать на развод. И главное, ни под каким предлогом, ни из-за каких уговоров или манипуляций не позволяйте им вернуться обратно. «Я не позволю», — твердо сказала Кристина. «Отлично. Приезжайте завтра в офис. Подготовим все необходимые документы». Поблагодарив, Кристина закончила разговор. Она налила себе чашку горячего чая, взяла печенье и подошла к окну. Внизу кипела жизнь обычного вечера. Горели огни рекламных вывесок, неспешно ехали машины, спешили по своим делам люди. Обычный городской вечер. А в ее жизни только что произошел тектонический сдвиг, навсегда разделивший все на «до» и «после». На следующий день, собрав волю в кулак, Кристина поехала в отделение полиции, где написала развернутое заявление о самоуправстве и незаконном проникновении, приложив к нему видеозапись. Оттуда она направилась к юристу и под ее четким руководством составила иск о расторжении брака. Через неделю в ее почтовом ящике лежала официальная повестка в суд. Максим, осознав масштаб катастрофы, пытался звонить с чужих номеров, умолял о встрече, клялся, что подобное больше никогда не повторится. Кристина, чье сердце теперь было защищено панцирем из горького опыта, отвечала коротко и неумолимо. Развод неизбежен, все уже решено. Марфа Степановна, не в силах смириться с поражением, приходила к подъезду и подолгу караулила у входа, пытаясь поймать невестку для серьезного разговора. Кристина, не вступая в контакт, просто вызвала полицию. Участковый провел с несговорчивой свекровью строгую профилактическую беседу, и после этого ее у дверей больше не видели. Галина в порыве злобы и отчаяния развернула в социальных сетях целую кампанию, публикуя гневные посты о жестокой стерве, выгнавшей на улицу многодетную семью. Некоторые общие знакомые, поверив в эту картину, отписались от Кристины. Другие, напротив, зная ее характер, поддерживали и предлагали помощь. Прошло 2 месяца. Развод оформили удивительно быстро. Максим, получив грамотные юридические консультации, не стал препятствовать и оспаривать что-либо, понимая полную бесперспективность такой борьбы. Квартира безоговорочно осталась за Кристиной. Бывший муж переехал к матери и, по слухам, устроился на новую работу. Изредка до Кристины доходили обрывки фраз от общих знакомых. Он жаловался на бывшую жену, называя ее чёрствой и расчётливой карьеристкой. «Пусть говорит», — лишь пожимала плечами Кристина. Галина с семьей в итоге съехали с прежней дорогой квартиры, найдя жилье подешевле на самой окраине города. Марфа Степановна помогала им деньгами и сидела с внуками. Так они и зажили своей обособленной жизнью, а Кристина — своей. Некоторые знакомые действительно отвернулись, считая, что она поступила безжалостно, что следовало войти в положение и помочь родным людям в трудную минуту. Кристина не оправдывалась и не вступала в споры. Она просто без сожалений удалила таких людей из своего круга общения. Настоящие друзья, те, кто видел суть происходящего, остались с ней. Подруга Марина, поддержавшая ее с первого дня, помогала пережить все тяготы развода.
Коллеги по работе, знавшие Кристину как исключительно ответственного и честного человека, также отнеслись с пониманием и поддержкой. Постепенно жизнь начала налаживаться, обретая новый, непривычный ритм. Работа, дом, редкие, но душевные встречи с друзьями — все было тихо, размеренно, спокойно и одиноко. В один из вечеров пятницы Кристина вернулась с очередной тяжелой смены. Она открыла дверь своим ключом, тем самым, который больше никто и никогда не мог скопировать без ее ведома. Вошла в квартиру. Встретили ее тишина, чистота и полный порядок, который она сама и создавала. Сняла куртку, аккуратно повесила на вешалку, скинула туфли. Прошла на кухню, поставила чайник, достала любимую кружку и пакетик травяного чая, залила кипятком и села у окна. За окном медленно гас ноябрьский вечер. В окнах многоэтажек зажигались желтые квадраты огней. Вдоль дорог мерцали фонари, изредка проезжали машины. Было холодно. Небо затянуло сплошной серой пеленой туч, предвещавших скорую зиму. Кристина пила чай маленькими обжигающими глотками. Она чувствовала себя смертельно усталой. Ей хотелось спать, но в то же время не хотелось вставать и идти в спальню. Было хорошо просто сидеть здесь, в полной тишине, наедине с собой. Иногда, прорываясь сквозь усталость, в голову приходили навязчивые мысли. А вдруг я все же ошиблась? Может, надо было попытаться договориться, найти какой-то компромисс, пустить Галину с детьми на пару месяцев, просто помочь? Но затем ее память с болезненной четкостью воскрешала тот день. Коробки с ее вещами, выставленные в подъезд как ненужный хлам. Марфу Степановну, хозяйничающую на ее кухне с видом полновластной хозяйки. И Максима, который даже не попытался встать на защиту жены. И все сомнения мгновенно рассеивались как дым. Она поступила правильно. Она заплатила за это высокую цену. Одиночество, осуждение со стороны части окружения, разрушенный брак. Она потеряла мужа, хотя, если быть честной с собой, потеряла его гораздо раньше. В тот самый момент, когда он выбрал мать, а не жену. Но зато она сохранила главное — свой дом, свое достоинство и свою свободу. Кристина допила чай, поставила пустую кружку в раковину, выключила свет на кухне и прошла в спальню. Легла на кровать, укрылась тёплым одеялом и закрыла глаза. Завтра будет новый день, новая смена, новые пациенты, новые задачи. Жизнь продолжается. Даже если ты одинока, даже если некоторые считают тебя жестокой, даже если по ночам иногда накатывает тоска, это был ее сознательный выбор. И она не жалела о нем. Иногда приходится терять людей, чтобы сохранить себя. И это правильный выбор. Даже он больно бьет по сердцу. Спасибо, что были с нами до конца этой непростой истории. Если она нашла отклик в вашем сердце, поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам очень важно ваше мнение. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить новые истории. До новых встреч в мире настоящих эмоций.